Пока государство думает, как регулировать эту сферу, у ряда участников рынка, у некоторых инвестфондов появляются идеи свои. Ну, в общем-то, я в преддверии этой конференции поговорила с одним из участников и знаю, что идеи на самом деле есть и вполне себе реализуемые. Сейчас хочу передать слово Станиславу Витальевичу Тео, генеральный директор инвестфонда Nakamoto Capital. И, собственно, попросить описать ту идею, тот подход, который уже есть у вас в голове. И я так понимаю, что уже даже частично вы с ним выходили на определенные структуры, органы власти, с тем, как реализовать возможность регулирования и контроля разумного, опять же, за криптовалютами. Да, здравствуйте. Мы сейчас движемся в нескольких направлениях, и все, что я сегодня услышал, мне очень понравилось. Дмитрий Николаевич высказался относительно того, что регулирование криптовалюты – это вещь, которую очень хочется сделать, но сейчас в рамках глобального регулирования простых ответов, как это сделать хорошо, не видно. И общее непонимание всех стран на текущий момент, как сделать так, чтобы этот механизм криптоэкономики стал не вот так, как у нас написано, отдельной какой-то частью системы, которая сейчас является мощным драйвером, который растет в десятки раз, как сделать так, чтобы произошло объединение обычной экономики и криптоэкономики. Сейчас таких ответов нет. И у меня относительно регулирования есть очень четкое понимание, почему так происходит. Сейчас инициатива исходит прежде всего от регуляторов. А регуляторам очень страшно, потому что когда ты понимаешь, что тебе надо сделать себя ненужным, а сама по себе технология блокчейна, она говорит о том, что регулятор как группа людей, которые должны выполнять ряд функций и получать за это большие деньги, она отпадает сама собой, им страшно, им непонятно, что с этим делать. И эти люди сейчас должны своей рукой что-то подписать. И я понимаю, что это тяжелый процесс, и что с этой стороны движение очень долго может происходить. И то, что делает SEC для того, чтобы отделить рынок ICO как рынок инвестиций в новые высокотехнологичные проекты, который очевидно для всех людей, это инвестиции. Очевидно, что люди хотят сделать так, чтобы кто-то сделал бизнес и смог на этом заработать. И вот эта монета, которая является инструментом инвестирования, стала расти, и чтобы человек получил доход. Это, очевидно, полный аналог акции. Да, вот то, что хочет получить человек от инвестиций в ICO, это в редких случаях что-то суперблаготворительное. Почти всегда это то самое вложение денег, которое должно ему дать возможность заработать, и, может быть, дать возможность сделать мир лучше посредством бизнеса, не посредством отдавания денег, а посредством того, чтобы кто-то что-то сделал сверхновое, продвигающее. И какие возможности я вижу у государств? В США двигаться очень сложно. Там экономика развита достаточно сильно во всех отраслях. Там нет отрасли, которые, можно сказать, сейчас нулевые, и количество налогов, которые генерируют эти отрасли, настолько мизерно, что может быть посчитано нулевым. И я считаю, что в России сложилась уникальная возможность. У нас есть ресурсная база, у нас есть мозги, у нас есть производственные площади, которые сейчас во многом недозагружены. И если государство со своей стороны могло бы сделать следующую политику, что если есть отрасли, где Россия сейчас ничего не производит, все завозит из-за рубежа, дать возможность в этих сферах локально признать ICO аналогом акций в России и дать возможность собирать деньги со всего мира. А сейчас Россия при всем своем изобилии ICO проектов, которые исходят из России, дает всего 2% от сборов в среднем. И
такой механизм, он очень нужен России. В России сейчас нет возможности инвестировать нормально. Есть большие законодательные проблемы, проблемы у граждан ЕС, проблемы у граждан США. И как раз механизм ICO мог бы дать законодательную возможность, как признать какие-то блоки экономики доступными для таких инвестиций и как перейти к регулированию не того рода, чтобы все запретить и сделать невозможным, а как создать возможности благодаря регулированию, как сделать так, чтобы государство ввело не обязательное регулирование, а добровольное регулирование, где благодаря правильно подобранным экспертам, желательно с международным опытом, выдавались бы как раз те заключения о юридической подоплеке проекта, о технической, технологической базе, о возможности людей этот проект реализовать, о том, насколько они чисты перед законом, какой их фон до этого в предпринимательской сфере. И такого рода регулирование, такого рода подход государства мог бы позволить относиться к ICO-проектам не как к чему-то на 80% скамовому, а как к возможности ICO-проекту получить за вменяемые сроки и деньги заключение, которое даст возможность относиться к нему гораздо серьезней. И вот такой подход к регулированию, на мой взгляд, может сдвинуть всю экономику очень сильно вперед. И основой для того, чтобы эта система работала там, где это разрешено, там, где это пока не очень разрешено, являются P2P биржи, и наш фонд сейчас очень сильно сосредоточился на одном из проектов, он называется CoinPlace. Его задача стать мировой площадкой по обмену большого количества токенов, максимального количества токенов, как ICO проектов, так и тех популярных монет, которые используются как криптоактивы. И здесь я вижу максимальные плюсы в чем? Нет необходимости проходить через все этапы регулирования бирж, потому что биржа, она может быть закрыта с точки зрения переводов из какой-то страны, она может быть заблокирована, потому что это старая модель экономики. Это модель, в рамках которой возможно воздействовать на нее путем закрытия доступа к банковским услугам. Они сейчас централизованы и централизованы не в пользу России. И в рамках таких проектов может быть создана кровеносная система, которая будет являться аналогом новой экономики, тем полем сращивания этих двух экономик, где старое регулирование уже не может ничего сделать с новыми инициативами, в том числе государств, которые могут на каком-то этапе казаться не самыми дружественными. И по этим инициативам мы сейчас уже начали работу. Получилось пересечься с вице-губернатором Санкт-Петербурга Мовчаном Сергеем Николаевичем, поднять вопросы относительно того, какие проблемы сейчас стоят у тех, кто создает как раз кровеносную систему. Это майнеры, это те люди, которые сейчас тратят колоссальные деньги на покупку оборудования, при этом имеют ряд проблем. И этот проблем, он в том числе регуляторный. Они не знают, если завтра у них украдут то оборудование, которое они купили, как к ним будет относиться правоохранительная система. Не будут ли им вменять незаконную предпринимательскую деятельность? Ведь очевидно, что с точки зрения ряда сотрудников такая ситуация возможна не меньше, чем с точки зрения каких-то народностей, которые продают монеты под видом биткоинов. И в рамках такого небольшого мозгового штурма буквально в конце прошлой недели возникла локальная инициатива рассмотреть возможность не на федеральном уровне, а на местном уровне решить вопрос с возможностью получения патента на майнинг. Патент регулируется не на федеральном уровне, и в целом есть высокая вероятность того, что в рамках существующего регулирования можно будет дать людям возможность получить такую бумагу, которая бы снимала с них вопросы точно,
до того момента, пока общее регулирование не будет принято. Также у нас есть контакты с крупными китайскими производителями, это Innosilicorn, и мы в партнерстве с несколькими инвесторами сейчас прорабатываем возможность открытия на базе их чипов производства майнеров в России, сборки майнеров в России, финальной сборки. Не производство самой инструментальной базы, которую пока у нас производить нельзя, а конечной до сборки. И в этом смысле от государства поддержка не финансовая, не через крупные институты, а налоговыми льготами, признанием проекта как важного для государства, льготными ставками аренды, самыми дешевыми механизмами могла бы сыграть значительную роль. Также значительную роль могла бы сыграть банковская гарантия при соблюдении определенных требований к проекту. И в этом плане тоже есть интерес двигаться в эту сторону. И еще интересное направление нам удалось проработать с Ялом Дмитрием Анатольевичем. Это человек, который занимается инновациями в правительстве Санкт-Петербургский регион, область, Ленинградская область. Он выступил с инициативой, и мы сейчас серьезно прорабатываем вопросы по размещению майнеров на атомной электростанции. Там есть возможность, есть помещения, которые под это могут быть предназначены. И вопросы с обеспечением безопасности атомной станции не лишние для таких проектов. И возможности государства использовать существующие энергетические ресурсы и сращивать возможности частно-государственного партнерства в рамках таких инфраструктурных проектов – это то, что может двигать майнинг вперед. Также майнинг вперед может двигать политика в отношении того, что если в России открываются проекты по производству майнеров, а их уже много, их уже не один и не два, то это та часть экономики, в которой Россия пока не получает прибыли от продажи этого за рубеж. И возможность максимальных льгот для таких сфер на этапе формирования до того момента, пока мы не займем какие-то значимые позиции на мировом рынке, была бы важной, и она являлась бы сигналом того, что государство готово со своей стороны оказывать реальную поддержку таким секторам. Вот это мое мнение. Станислав, со структурами Москвы, Московской области вы уже говорили или собираетесь говорить? Какие есть вообще перспективы? С радостью пообщаюсь, приму участие в брейнстормах, в том, чтобы подумать, каким образом со стороны сообщества предпринимателей можно было бы сделать регулирование более эффективным, и какие ценности были бы сейчас действительно необходимы, и какие из них можно привносить быстрее, потому что то окно возможностей, которое сейчас есть, оно сейчас есть во всех странах, но оно будет закрываться, и те страны, которые займут лидирующую позицию в этом плане, смогут стать новым финансовым центром. У Владимира Владимировича была мысль о новом финансовом центре в Санкт-Петербурге в свое время. Можно создать новый финансовый центр на какой-то территории, может быть в Сочи, может быть в Санкт-Петербурге, который на новых правилах в региональном режиме стал бы для России драйвером в том, чтобы продвигать криптоэкономику и продвигать нашу экономику благодаря такому первенству. Спасибо.